Женщины древнего мира редко получали абсолютную власть, но некоторые из них переписали историю человечества. Они управляли империями и побеждали сильных мужчин. Их решения меняли карту древнего мира навсегда. Забудьте мифы об их слабости и покорности. Встречайте 5 самых влиятельных правительниц в истории. На 5-м месте у нас царица Зенобия. Она жила в 3 веке нашей эры и была правительницей богатого Пальмирского царства. Зенобия славилась невероятной красотой, умом и образованностью. Царица знала несколько языков и изучала историю. После смерти мужа Зенобия взяла власть в руки. Она правила от имени своего малолетнего сына. В то время Римская империя переживала глубокий кризис. Зенобия решила использовать слабость Великого Рима. Она объявила о независимости своих восточных земель. Ее сильная армия быстро захватила Сирию и Палестину. Затем царица покорила богатый и важный Египет. Зенобия гордо провозгласила себя новой Клеопатрой. Пальмира превратилась в огромную и мощную империю. Это был прямой и дерзкий вызов Риму. Новый римский император Аврелиан пошел на нее войной. Войска Зенобии отчаянно сражались за свою свободу. Однако римские легионы оказались сильнее и опытнее. Пальмира пала, а сама царица попала в плен. Аврелиан провел ее по Риму в золотых цепях. Позже ей подарили роскошную виллу возле Рима. Зенобия навсегда осталась символом женского величия. А вот наша следующая героиня навсегда изменила историю Древнего Рима. На 4-е место мы поставили Ливию Друзиллу. Она жила на рубеже 2 эр. Ливия Друзилла была супругой первого римского императора Октавиана Августа. Их брак длился более 50 лет. Она стала самой влиятельной женщиной своего времени. Ливия обладала огромным умом и железной волей. Император Август постоянно советовался с ней. Она тайно влияла на все государственные дела. При этом Ливия казалась скромной римской матроной. Она сама ткала одежду для своего мужа. Этот скромный образ восхищал весь римский народ. Ливия также помогала Августу восстанавливать древние семейные ценности. При этом она была царицей моды и лично создавала тренды для римлянок. Главной целью Ливии было возвышение ее сына. Она продвигала Тиберия к вершине абсолютной власти. Враги обвиняли Ливию в коварных дворцовых отравлениях. В итоге ее сын Тиберий стал следующим императором. Ливия официально получила титул «Прелестной Юлии Августы». Сенат почитал ее как настоящую мать Отечества. Она заложила основы великой императорской династии. Ливия навсегда изменила историю Древнего Рима. А вот наша следующая героиня была официально признана божеством еще при жизни. Арсеноя II занимает у нас почетное 3-е место. Будущая правительница Фракии, Македонии и Египта жила в 3 веке до нашей эры. Арсеноя была дочерью основателя великой династии Птолемеев и отличалась невероятным умом и политическим чутьем. Сначала она стала королевой богатой Фракии, затем судьба привела ее на трон Македонии. Жизнь Арсенои
была полна опасных дворцовых интриг. После многих бед она вернулась в родной Египет. Там она вышла замуж за своего брата Птолемея. Это был первый подобный брак в их династии. Арсеноя стала официальной соправительницей Великого Египта. Она полностью подчинила мужа своему сильному влиянию. Царица активно управляла всей внешней политикой страны. Благодаря ей Египет побеждал в крупных войнах. Она лично инспектировала важные военные порты. Ее портрет чеканили на золотых монетах империи. Египетский народ искренне обожал свою мудрую правительницу. Еще при жизни Арсеною официально провозгласили богиней. Ей строили роскошные храмы по всей стране. Она создала модель сильной женской власти в Египте. Арсеноя II доказала всему миру силу женского интеллекта. А вот наша следующая героиня была не просто умна, она была величайшим стратегом и лидером. На втором месте будет, конечно же, знаменитая Клеопатра. Клеопатра VII правила Египтом в I веке до нашей эры. Она была самой известной царицей из династии Птолемеев. Вопреки мифам, Клеопатра побеждала не только красотой, она обладала невероятным интеллектом, харизмой и грацией. Царица знала философию, математику и 9 языков. Клеопатра первой в роду выучила египетский язык. Это помогло ей завоевать искреннюю любовь народа. Она вела сложную политическую игру ради независимости Египта. Рим в то время стремился подчинить весь мир. Клеопатра сделала своим союзником могущественного Юлия Цезаря. Он помог ей вернуть законный трон Александрии. От Цезаря царица родила своего старшего сына. После гибели диктатора она покорила Марка Антония. Их яркий союз длился более 10 лет. Вместе они правили огромными территориями на востоке, но римский полководец Октавиан пошел на них войной. Клеопатра и Антоний потерпели сокрушительное поражение. Царица предпочла смерть позорному плену в Риме. Она покончила с собой, сохранив гордость до конца. Клеопатра навсегда осталась величайшей легендой древней истории. А вот наша следующая героиня смогла удерживать египетский трон более 20 лет. И почетное первое место занимает царица Египта Хатшепсут. Хатшепсут правила Египтом в 15 веке до нашей эры. Она стала одной из первых женщин-фараонов в истории. По закону Египтом могли управлять только мужчины, поэтому Хатшепсут пришлось пойти на хитрость. Она объявила себя законной дочерью бога Амона. На официальных приемах царица носила мужскую одежду. Также она прикрепляла к подбородку искусственную бородку. Вместо войн Хатшепсут занялась развитием экономики страны. Ее правление стало эпохой невероятного процветания Египта. Она организовала масштабную торговую экспедицию в Пунт. Оттуда привезли золото, слоновую кость и благовония. Хатшепсут развернула грандиозное строительство по всему государству. Ее заупокойный храм в Дейр-эль-Бахри восхищает до сих пор. Царица правила мудро и успешно более 20 лет. После смерти преемники пытались стереть ее имя из истории. Они уничтожали ее статую и соскабливали изображения со стен. Мужчины-фараоны хотели уничтожить память о великой женщине. Однако археологи смогли раскрыть ее удивительную тайну. Сегодня Хатшепсут признана величайшим лидером древности.
Она доказала, что женщина способна управлять великой империей и занимает первое место в рейтинге самых почетных женщин древнего мира. Эти женщины доказали силу своего ума и воли. Они правили миром наравне с великими мужчинами. Их имена навсегда остались в мировой истории. Какая из этих правительниц восхитила вас больше? Не забудьте подписаться. Здесь оживают мифы и история.